Послеобеденное приключение Чика. Дело было днем, после сытного обеда. Чик, наевшись, устроился в сторонке и наблюдал за бабочками. В животе было приятное тепло и тяжесть. Бабочки тихо перелетали с цветка на цветок, занимаясь своими таинственными делами. Вдруг Чик услышал быстрое дыхание. Это прибежал его друг, Шустрик. «Чик, побежали в сарай, поиграем, кто выше залезет!» «Шустрик, у меня пузо полное, куда ж бежать?» «Да ладно, пока бежим, еда сама уложится!» «Ну, только если не быстро». Друзья побежали по дорожке. Чик немного отставал, и это было понятно. Сарай был огромный, Чик редко сюда заглядывал. Тут были и лопаты, и вилы, и ведра, и старый комод, и даже железный лом. Шустрик ловко вскарабкался на комод, прыгнул на лейку, ухватился за гвоздик в стене и чуть не шлепнулся. Чик запрыгнул на выдвинутый ящик, ухватился за свисающую веревочку, клювик соскочил, и он спрыгнул на пол. «Ты победил!» — крикнул он. «Я за тобой не успеваю!» «Вот какой я шустрый!» — засмеялся Шустрик. «А ты пойдешь на чердак?» «Попробую найти другой путь!» Шустрик исчез наверху, а Чик остался один. В сарае было тихо и пахло сеном. В стене высоко было окошко, через которое пробивался солнечный луч. В нем кружились пылинки. «Прямо как пузырьки в ручье», — подумал Чик. В углу он заметил коробку. «Интересно, что там?» Он подошел ближе, заглянул, и из коробки вылетела муха. Чик дернулся от неожиданности, но тут же снова заглянул. Внутри лежали мячик, цветная пружинка, деревянная машинка, пластмассовая куколка и что-то яркое в углу. Чик осторожно залез внутрь, почти сразу он запутался в скакалке. Он крутился влево, вправо, но скакалка обвела его крепко. Тогда он заметил на дне ножницы. Чик никогда ими не пользовался, но видел, как это делают взрослые. Чик изловчился, продел скакалку между ножницами и сильно надавил. Щелк! Свободен! Рядом с ножницами лежали маленькие красные сапожки. А чуть дальше открытка. Чик подошел ближе и разглядел надпись. «Для самого смелого и любопытного». «Это про меня?» – удивился он. Он потрогал сапожки, понюхал, засунул туда клюв слишком свободно. Попробовал крылышко – тесно. Тогда он надел их на лапки. Шагнул раз, шагнул два. Не очень удобно, но весело. «Теперь у меня ножки почти как у папы», – радостно сказал он себе. Выбраться из коробки оказалось труднее, чем залезть. Но он справился. Снаружи уже ждал Шустрик. «Ух ты, это что у тебя, сапоги?» «Ага, теперь я как папа! Красотища!» Друзья направились к курятнику. По пути болтали. Чик про сапожки и открытку, а Шустрик про чердак и про то, какой он самый шустрый. Во дворе все сразу заметили Чика. Он стал другим. Кто-то сказал: «Ой, как красиво!» Кто-то: «Наверное, неудобно». А Пип, задиристый цыпленок, крикнул: «Снимай это! Раньше лучше было!» Пип фыркнул и отвернулся, но всю прогулку посматривал на сапожки, как будто примерял их взглядом. Чику, честно говоря, было немного неудобно в сапожках, но зато он чувствовал себя важным. Наступил вечер, все пошли в курятник, уселись на жердочки. Чик снял сапожки, аккуратно поставил их в уголок и мирно уснул. А снилась ему коробка, пылинки в луче, ножницы и Пип, который кричал: «Это мои сапожки!» Но во сне Чик чувствовал себя сильным и смелым, как папа-петух, и совсем не боялся Пипа. Утром Чик решил оставить сапожки в уголке. Ведь так здорово было мять песочек во дворе голыми лапками.